Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет общий расклад Таро «Знаки судьбы» на сейчас, на ближайшее будущее, на ситуацию, советы, подсказки, инсайты высших сил и карт Таро для вас. Настраивайте себя на свою ситуацию в личной жизни, прислушивайтесь к своим мыслям, чувствам. Возможно, в ближайшее время вам не стоит ни о чем думать, а просто послушать, что говорят карты Таро для вас сейчас. Мы сделаем 5 знаков судьбы, 5 ключевых моментов. И вы можете прослушать этот расклад Таро от начала до конца, а можете выбрать комбинацию, например, 1, 3 и 5, ну и так далее. Итак, уверен, что вы смогли настроиться. Если вам тяжело настроиться, поставьте на паузу. Начнем с того, что на пороге. Вы на пороге счастья, возможно, вы ищете счастье, возможно, вы ищете счастье не внутри себя, а вне, на улице, да, то есть где-то извне. Может быть, вы ищете какое-то необычное счастье, но у вас на пороге какие-то счастливые события, счастливые дни, может быть, счастливые отношения, пусть они будут и не совсем обычные или привычные, да. Дальше. Есть у вас, я сейчас так скажу, у вас впереди есть либо мужчина, да, вот он так и есть, король мечей, либо событие, которое, нужно будет, потребует от вас каких-то интеллектуальных или логических каких-то приложения усилий. Да, вам будет нужно, у вас впереди решение сложной задачи или мужчина. Да, вот так. То есть, может быть, это налаживание отношений с мужчиной, с которым у вас сейчас не все так гладко. Также может быть мужчина, который имеет отношение к конфликту. Да, может быть, вы с ним поссорились, может, это ваш враг. Может быть, это военный какой-то мужчина, может быть, это представитель власти и военных сил, да, вот так. Центральное и самое главное событие, которое, вокруг которого все крутится, да. С одной стороны, вы ищете счастье, а с другой стороны, вам нужно решать что-то, может быть, с мужчиной, а может быть, с силами, с какими-то, да. Центральное событие у вас – это вообще ваша динамика. То есть, как ваша жизнь меняется к лучшему. Вообще, ваша жизнь меняется к лучшему. Да, может быть, через мужчину, с которым конфликт. Может быть, через какие-то силы, которые вам мешают. Может быть, через решение каких-то сложных задач. Но вы, в принципе, идете к чему-то хорошему, к своему счастью. Может быть, к выздоровлению, может, к налаживанию отношений. Впереди у вас действительно судьбоносные события, и у вас есть хороший шанс. Смотрите, 10 и 2. То есть здесь перемены к лучшему, а здесь вообще судьба. А здесь вот так 12. Да? 12 это висящий. Да? То есть у вас есть хороший шанс перейти на другие, более успешные, удачные линии жизни. Вот карты вам так прямо такой месседж дают. Опять-таки, может это отношения для кого важно. Может быть, это даже это вообще хирург часто, да, вот эта карта о хирурге. И, может быть, вы думаете, успешно ли пройдет операция и так далее. То есть, у вас есть какой-то напрягающий момент в жизни, и вы думаете, пройдете, проскочите вы, или вы застрянете в этом, да. Может, у вас долго не получается что-то хорошее, да. Вот. Может, там что-то с позвоночником, какие-то проблемки, да, например, да, или у вас там сил не хватает преодолеть какое-то препятствие. Так, давайте смотреть, к чему вы идете вообще, а куда вы идете. А идете вы в новую реальность, в новый мир, в что-то хорошее, вы перерождаетесь. Смотрите, здесь колесо фортуны, а здесь мир.
Прекрасно. Universe, вселенная или, переход в что-то хорошее. Смотрите, здесь, в принципе, карты хорошие все. Единственное, что вот эта карта иногда может говорить о каких-то угрозах в контексте, но она окружена неплохими картами, в принципе. И, может быть, иногда говорит о конфликте. Иногда. Или о человеке, который вас преследует. Если у вас такого человека нету, который вас преследует, и вам ничего не угрожает, вообще все карты хорошие. Это здесь просто или решение вопроса, или мужчина, если вы, допустим, ищете отношений с мужчиной. Хорошо. Давайте начнем с первой карты. И первый вопрос конкретно зададим. Вселенная... Да, потому что эта карта с этой, они вот рядом, да, лежат по кругу. А Вселенная, она для вас какое счастье вообще готовит? Или в чем для вас счастье? Или по мнению Вселенной, счастье для вас это что? Вот так. А счастье для вас, первое, это мир. Давайте, это то, что вокруг вас. Мир – это то, что вокруг вас. Это новый мир, к которым вы стремитесь. Вот, например, вы хотите куда-то переехать. Например, поменять место жительства. Новый мир тоже. И мир как таковой – это когда вы с кем-то воевали и прекратили воевать. Конфликтовали и прекратили. То есть, это вообще мир как примирение. Да, вот так. Услышали. Хорошо. Давайте быстренько пройдемся. Мир с кем, примирение с чем, еще больше сюда нюансов. Это мир как таковой, знаете, как это, мир во всем мире. Но это мир, знаете, для умиротворения прежде всего внутри вас, успокоения внутреннего. И для того, чтобы вы не чувствовали какого-то греха внутри себя, может быть, чувство вины. То есть это смирение, вот этот мир для вас, это мир внутри вас. И он такой, знаете, какой этот мир? Мирный, спокойный для вас. И, может быть, где-то благодаря этому смирению вы найдете связь с прошлым. Или связь с своими предками, со своим родом. Хорошо. Может быть, примирение с родственниками. Потому что все-таки 10 чаш – это часто и родственники. Или с близким по роду вам человеком. Еще уточняющая карта. Да, это не просто мир, это любовь. Поэтому для вас счастье, вот как мир для вас, ваша вселенная видит ваше счастье. Она видит любовь, как минимум, к себе и к кому-то близкому вам по духу или по роду человеку. Может ли это быть мужчина? Да. Может ли это быть женщина? Да. Может быть, это ваши родители, папа, мама, брат, сестра. То есть примирение с родом, с самим собой и внутри вашего комьюнити, да, вот вашего коллектива. Хорошо. Давайте посмотрим. Вот этот король мечей, он что? Он препятствие или он партнер? Он ваш враг или вам друг? Ой, он вам судья. Давайте так. Если у вас проблем с законом нет, он вам друг. А если у вас проблемы с законом, то он вам судья. А вот поставьте на паузу и напишите мне, пожалуйста, король мечей вам враг или друг? Как минимум, он может вас осуждать. Вот так. А может ли он вашим партнером быть? Да, по этой карте он может быть ваш партнер. Правосудие – это партнерство. Как минимум, может быть, он связан с какой-то женщиной и с детьми, этот человек. Давайте дальше смотреть. У него свои цели по отношению к вам или к тому, что вам принадлежит. Этот человек может претендовать на что-то ваше. И этот человек, в принципе, его можно подозревать, что он вам враг, потому что он с вами ведет борьбу и претендует на то, что вам принадлежит, может быть, на ваше имущество, на ваших детей, на ваши свободы и на вашу совесть. И этот
человек как символ испытания. Это будет испытание в виде борьбы за отстаивание своей цели, своих прав, своих свобод, своей совести, ну и, может быть, своего имущества и своей справедливости. Вот так. Вот такой вот месседж. Перемены к лучшему. В чем в вашей жизни они будут проявляться в первую очередь? Ой, вы хорошо отдохнете, найдете место, где хорошо можно отдохнуть, покушать и хорошо провести время. Опять хорошо отдохнете, смотрите, вам хороший отдых идет. Возможно, вы хорошо отдохнете не в одиночестве, а с какой-то либо компанией, либо с близким другом. В кругу друзей или в кругу одного друга. Вас ждет какая-то поездка, возможно, приобретение транспортного средства, ну и, возможно, подготовка к чему-то новому в вашей жизни. Подготовка к переезду, поездке, путешествию в том числе. Ну и поездка, путешествие и отдых в поездке вас тоже могут ждать. Ну и вам придется с чем-то, от чего-то избавиться. Может быть, избавиться от чего-то проблемного. От какой-то серьезной проблемы избавить. Это карта в комбинации с дьяволом, да, 15 здесь, а здесь 17, то есть это долгая какая-то зависимость или от какой-то долго преследующей вас проблемы вы сможете избавиться. Что готовит судьба? 4 самых главных аспекта вашей жизни. 4 сюрприза судьбы связаны с... Так, смотрите, возможно, вы будете, не просто заметны, да, и привлекать к себе внимание. Это король жезлов. А вы сможете быть главным. Слышите? Получить статус какой-то, да, то есть вы сможете быть главным человеком и привлекать к себе внимание, и при этом, вам от этого будет не хуже, да. То есть ваша известность принесет вам бонусы, вот так. И у вас получится управлять каким-то процессом. Вы возьмете что-то под контроль. Второй аспект вашей судьбы. Ваша жизнь начнется с нуля. Хотя где-то вы, может быть, чем-то рискнете очень сильно, да. Далее. На вашем пути повстречается человек, отшельник. Вот он. Может быть, бедняк какой-то, нищий, который вам скажет что-то важное, даст вам дельный совет, может быть, подтолкнет вас к каким-то действиям, рискованным, может быть, или он будет мотивировать вас, этот человек. То есть в вашей жизни появится такой духовный лидер, наставник, может быть, случайный человек, случайный прохожий, который даст вам нужный совет в нужный момент. И это будет направлено на исцеление. И 7 монет. Где-то вы что-то вынуждены будете потерять. Может быть, эта потеря будет связана с вашим избавлением, но то, что вы потеряете, оно будет разрушено, да, для того, чтобы вас от чего-то избавить и очистить. То есть то, что вы потеряете, оно освободит пространство для чего-то нового. Новый мир для вас прежде всего принесет новые чувства, и он вас удивит. То есть вы будете так: вау, да, у вас будут такие эмоции позитивные, да, то есть вы будете как, приятно удивлены, вот так. Дальше. Новый мир для вас будет справедлив. Вы сможете завершить справедливо те дела, которые начали. То есть подписать какие-то контракты, может быть, найти новых партнеров, может быть, решить те дела, которые вы, может быть, в прежней жизни у вас не получалось решить. Да, вот так. Но, как минимум, новый мир
для вас будет справедлив и честен. Вы будете играть по новым правилам, понятным для вас. Ваше исцеление, оно как бы... Ну, с чем оно будет связано? От чего вы будете выздоравливать? Выздоравливать вы будете... вы будете выздоравливать от непродуманных и не от рискованных каких-то действий. То есть вы будете выздоравливать от авантюризма. Следующие ваши поступки и шаги в новом мире будут взвешены, обдуманы и, знаете, как законные, да, то есть вы не будете сильно рисковать, да, и будете действовать, ну, как по закону, да, чтобы вас не преследовал потом какой-нибудь обвинитель, да, ну и где-то, может быть, вы перестанете винить себя, съедать себя изнутри, ну и чувствовать обиду других на вас или обижаться на других, да, вот так. Ну и последний знак судьбы, в чем вы можете не сомневаться вообще. Семерка пентаклей и паж жезлов. В чем можете не сомневаться? Ну, если вы ищете любовь, вы ее найдете. Если вы ищете чистый сосуд внутри себя, вы его сделаете таковым, чтобы наполнить новыми чувствами. Если вы хотите любить, вы будете любить. А если вы хотите быть любимой, это обязательно сбудеться в вашій судьбі. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось і до зустрічі. Па-па.